Да, было такое. Ого, и тебя тоже? Расскажи свою историю. Меня позвал соседский парень. «Привет, пойдем поможешь выбрать подарок моей маме». Я не соглашалась. Уже в машине мне представили жениха. «Вот, знакомься, это мой хороший друг Адыл. Вы поженитесь и будете жить счастливо». Разумеется, я испугалась и потребовала высадить меня. Сейчас же высадите меня! Сначала я сильно плакала, потом успокоилась и закричала изо всех сил. Нет! Водитель испугался и остановил машину. «Выпустите, меня тошнит!» Сначала они не поверили, но после того, как я изобразила рвотный позыв, они меня выпустили. Тем временем я оглядывала местность. Недалеко стоял заброшенный магазин. И изо всех сил я побежала туда. Пока они гнались за мной, я успела оббежать магазин, добежать обратно до машины и запереться. Я обнимала руль и плакала. Потом взяла себя в руки, завела машину и поехала домой. Я в слезах бросилась к родителям и все им рассказала. Родители были в бешенстве. Мы, разумеется, написали заявление в милицию, и похитителей быстро нашли по номеру машины. Потом пришли родители того парня и просили прощения. «Заберите заявление, иначе его посадят в тюрьму. Пожалуйста, не разрушайте судьбу нашего сына». Мой отец возмущался. «А значит, ломать судьбу нашей дочери можно?» Но после уговоров родители пожалели похитителя и забрали заявление. Сейчас жалеем об этом, ведь скоро мы узнали, что парень снова похитил девушку и женился. Ой, Калыс, твоя история настоящий голливудский блокбастер. И не говорите, папа так впечатлился, что отправил сестренку на курсы вождения. Жаркын, расскажи теперь ты свою историю. Меня украли. Просто запихнули в машину и сразу увезли. Я плакала, дралась, царапалась, но меня удерживали силой. Дома женщины пытались завязать мне платок. Я сопротивлялась, но потом я совсем обессилила. Позже мне принесли халат и тапочки. Застелили постель внутри кошугы. Когда я опять стала проситься к родителям, женщина сказала, что получила их согласие. Протянула мне телефон, чтобы я убедилась в этом. А мама по телефону сказала мне: «Оставайся, мы договорились, это выгодный брак». А затем пошел этот мужик. Я зарыдала, а он ударил меня по лицу, так что я упала на пол. Пока он снимал ремень, я попыталась бежать, но он меня схватил. И потом... Ой, Жаркына, не рассказывай, если не можешь. Мы тебя понимаем и поддерживаем. На утро у меня все болело. Я не могла встать. Но несмотря на это, за занавеску ко мне заходили гости. Я слышала, как они за праздничным столом говорили тосты, смеялись, выпивали, поздравляли родителей. В какой-то момент я потеряла сознание. А когда я очнулась, меня обнимала моя тетя, мамина сестра. «Жаркына, солнышко, что у тебя болит? Твоя мама совершила подлый поступок, но я с тобой. Все будет хорошо. Не волнуйся, виновные будут наказаны». Врачи скорой отвезли меня в больницу. Когда приехали мои родители, я не стала с ними разговаривать. До сих пор не общаюсь. Предатели. А где ты сейчас живешь? С тетей. В нашем районе все знают о случившемся. Много неприятных разговоров. Жаркына, бедняжка, ты столько пережила. Ты такая сильная. Я тобою восхищаюсь. Однажды за ужином бабушка мне сказала: «Тыным,
Выйдешь замуж или нет – это твое личное решение. Мы всегда будем на твоей стороне. Твердо знай, похищать девушку – это дикость. Если это случится, я обязательно заберу тебя. Постарайся не паниковать и оставаться спокойной. Запомни марку и номер автомобиля. Позвони мне или отправь СМС с кодовым словом. Если есть возможность, то позвони 102 или 112. Не слушай и не бойся проклятий родственниц похитителей. Если ты не знаешь, куда тебя везут, или не сможешь нам позвонить, не переживай. Я потребую встречи с тобой и заберу тебя. Так вот, как-то подходит ко мне знакомый парень и зовет якобы на день рождения. Я сразу все поняла. Незаметно набрала сообщение бабушке с кодовым словом. Бабушка мне перезвонила, и я ответила, чтобы они ничего не заподозрили. «Бабуль, я с подружками в селе, буду через час». Но бабушка все поняла. Дальше он просто запихнул меня в машину. Всю дорогу я спокойно сидела. Когда приехали, спросила у женщин с платком: «Где тут ваша занавеска? Сейчас приедут мои родители с милицией. Вы совершаете уголовное преступление. Я свои права знаю. А вы все сейчас преступники». Какое-то время я ждала и даже начала переживать. Но скоро услышала крики моей бабушки: «Где моя внучка?» Бабушка тут же сняла платок и бросила его на пол. Женщины возмущались: «Так нельзя, это же традиции. Похищать девушек – это не традиция, а преступление». Ну а мы написали заявление в милицию, и сейчас ведется дело о похищении.